Кризис – это международный конфликт, инцидент, дипломатический кризис, который разразился 5 октября 1908 года, когда Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и Герцеговины, став тем самым инициатором кризиса, территорий, ранее находившейся под влиянием Османской империи. В Османской империи в июле 1908 года произошла Младотурецкая революция. Про Младотурецкую революцию можете обратить внимание, есть видео на канале, я оставлю ссылку. С 1878 года находившийся под временной оккупацией управлением Австро-Венгрии. В то время Австрия поддерживала отношения сотрудничества с Россией и имела стратегию разделения Балканской территории Османской империи, которая шла к упадку. Эренталь считал, что можно согласовать интересы с Россией, которая сближалась с Великобританией и Францией после русско-японской войны и смещала акцент на политику в южном направлении с Дальнего Востока на Балканы. Сербия, чьи отношения с Австрией быстро ухудшались из-за майского переворота, когда на престол зашла пророссийская династия Карагеоргиевичей, Сербия подтверждает свою независимость от Австро-Венгрии, разрывает связь, предпочитает оснащать свою армию французским военным снаряжением в ущерб австро-венгерскому оборудованию. Сербия имела серьезные экспансионистские амбиции. Сербия вела мощную пробоснийскую, прохорватскую пропагандистскую кампанию, направленную на боснийских сербов и на другие южнославянские народы. И из-за свиной войны, свиная война или таможенная война – это торговая война между Австро-Венгрией и Королевством Сербии, в ходе которой Австро-Венгрия ввела безрезультатную таможенную блокаду против Сербии. Это своего рода была попытка оказать давление на сербов. Конфликты интересов были очевидны. Эренталь, граф, министр иностранных дел Австро-Венгрии, продвигал возможность аннексии Боснии и Герцеговины и способствовал дальнейшим аннексии, что рассматривалось как триумф дипломатии Австро-Венгрии, однако позднее эта аннексия стала одной из причин Первой мировой войны. Боснийский кризис был частью цепи событий, которые в конечном итоге привели к началу Первой мировой войны в 1914 году. Можете обратить внимание про Первую мировую войну, есть видео на канале, я оставлю ссылку. Опасаясь, что Младотурецкая революция поднимет национальное самосознание, вновь утвердит османское влияние в Боснии и Герцеговине, он решил воспользоваться потрясениями революции, чтобы быстро аннексировать территории. В сентябре на встрече с министром иностранных дел России Извольским Эренталь заключил секретное соглашение о том, что Россия согласится на аннексию в обмен на гарантии Австрии о доступе России к Босфору и Дарданеллам. И в октябре Босния и Герцеговина были объявлены аннексированными, поскольку Османская империя заранее согласилась на аннексию, она прошла мирно и не привела к каким-либо значительным изменениям для населения, которое с 1878 года находилось под австрийским управлением. Но, к удивлению Австрии, в дальнейшем это действие вызвало протесты со стороны великих держав Франции и Великобритании. Франция и Великобритания не одобрили право России на проливы Босфора и Дарданеллы и, как ожидалось, вызвало также яростное сопротивление со стороны Сербии, Черногории. В апреле 1909 года Берлинский трактат – международное соглашение, подписанное 1-13 июля 1878 года как итог Берлинского конгресса. Про Берлинский конгресс можете обратить внимание, есть видео на канале, я оставлю ссылку. Были внесены поправки, отражающие свершившийся факт. В России, где тайное секретное соглашение с Австрией оказалось пшиком, общественное мнение все больше симпатизировало Сербии, которая была очень возмущена, и правительство Столыпина не могло больше игнорировать это. И Россия была вынуждена ответить на пожелания Сербии, важного союзника в ее балканской политике на юге. Россия, вернувшись к панславизму и его принципам, заняла жесткую линию в отношении Австрии по просьбе Сербии, ключевого союзника в ее балканской политике на юге. Таким образом, помимо Османской империи и Франции, к сербской стороне присоединилась и Россия. Союзник Австрии Германия, в общем, правительство Германии заверило Австро-Венгрию, своего единственного надежного союзника, в своей поддержке в кризисе, не исключая возможности военной поддержки. Как только шквал эмоций пройдет, правительство Германии подтвердит свою полную поддержку, обеспечив австро-венгерский успех. Германия предъявила России ультиматум с требованием оказать давление на Сербию, и в том же году Сербия одобрила аннексию. Сербия обращалась за помощью к России. Россия, однако, отказалась поддержать Сербию, опасаясь войны против Тройственного союза. В конце концов, угроза войны была предотвращена.
В результате этого инцидента австрийско-российское партнерство на Балканах, которое функционировало несмотря на свои противоречия, решительно распалось. В то же время попытка Австрии получить свободу действий во внешней политике, заключив союз не с Германией, а с Россией, провалилась. Кризис был предотвращен в конечном счете во многом благодаря помощи Германии, и Австрия стала все больше зависеть от Германии в своей внешней стратегии. Несмотря на то, что вопрос аннексии Боснии и Герцеговины в конечном итоге закончился поражением Сербии, боснийский кризис не унизил Сербию, он унизил Австро-Венгрию. Сербия становилась все более мощной и враждебной Австрии. В аннексированной Боснии и Герцеговине возникло антиавстрийское движение «Молода Босна». Сербская боснийская революционная организация, выступавшая в 1912-1914 годах за присоединение Боснии и Герцеговины к Великой Сербии, она позже сформировала группу, ответственную за Сараевское убийство. Россия поддерживала эти южнославянские движения на основе панславизма и вступала во все больший конфликт с Австрией, которая была в сотрудничестве с Германией. Кризис надолго испортил отношения между Австро-Венгрией и Сербией, Россией и так далее. И в долгосрочной перспективе, можно сказать, заложил основу для того, что в дальнейшем произошла Первая мировая война. Хотя кризис закончился тем, что казалось полной дипломатической победой Австро-Венгрии, кризис уничтожил все оставшиеся возможности австрийцев и русских сотрудничать на Балканах и навредил отношениям Австрии, Сербии и Италии. Австро-сербские отношения продолжали оставаться напряженными вплоть до объявления войны друг другу в 1914 году. В середине 1870-х годов происходили серии жестоких восстаний против османского владычества на Балканах и жестокие репрессивные ответные меры с османской стороны на эти серии жестоких восстаний. Русский царь Александр II, про Александра II есть видео на канале, я оставлю ссылку, желая выступить против турок, добился соглашения с Австро-Венгрией. В Будапештской конвенции 1877 года две державы договорились, что Россия аннексирует Бессарабию, а Австро-Венгрия будет соблюдать благожелательный нейтралитет по отношению к России в предстоящей войне с турками. В качестве компенсации за эту поддержку Россия согласилась на аннексию Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины. Вскоре после этого русские объявили войну Османской империи и после нескольких неудач безжалостно оттеснили турок. Но что помешало русским полностью изгнать турок из Европы, так это готовность других великих держав, особенно Великобритании и Австро-Венгрии, обеспечить соблюдение более раннего договора Лондонской конвенции о проливах 1841 года, в которой говорилось, что Босфор и Дарданеллы будут закрыты для военных кораблей. Это привело к блокированию российского флота в Черном море. После победы в войне русские затем навязали османам Сан-Стефанский договор, который в частности нарушил обязательства, данные в Будапештской конвенции, и было объявлено, что Босния и Герцеговина будет совместно оккупирована российскими и австрийскими войсками. Сан-Стефанский договор был отменен и заменен Берлинским трактатом 1878 года. В соответствии со статьей 29 Австро-Венгрия получила особые права в отношении Боснии и Герцеговины. В статье 25 говорилось, что Босния и Герцеговина должна управляться Австро-Венгрией. В договоре Союза трех императоров 1881 года Германия и Россия поддержали право Австрии аннексировать Боснию и Герцеговину, так как в австро-венгерском контроле виделись экономические, политические, коммуникационные, культурные перспективы, хотя были и провалы. Плюс двусторонний торговый договор между Австрией и Сербией содержал секретное приложение, в котором говорилось, что Сербия не допустит, чтобы с ее территории были направлены какие-либо политические, религиозные или иные интриги против Австро-Венгрии, включая Боснию и Герцеговину и Санджак. Однако к 1897 году при царе Николае II российское правительство отказалось от своей поддержки австрийской аннексии Боснии и Герцеговины. Министр иностранных дел России граф Михаил Муравьев заявил, что аннексия Боснии и Герцеговины Австрии поднимет обширный вопрос, требующий особого изучения. Сербия позволила своим обязательствам по торговому договору 1881 года истечь в 1899 году. В 1903 году король Сербии был убит в результате государственного переворота, династия Обреновичей прекратила свое существование, и на трон взошла пророссийская династия Карагеоргиевичей. Власть перешла к тем, кто был заинтересован в экспансии в отношении Боснии. Новое сербское правительство хотело отобрать Санджак и Боснию и Герцеговину у австро-венгров. Отношения между Сербией и Австро-Венгрией сильно ухудшались.
Однако способность России поддерживать Сербию была значительно снижена после военного унижения в русско-японской войне 1905 года и последовавших за этим внутренних беспорядков. Австро-Венгрия решительно стала действовать и предложила проводить более предприимчивую балканскую политику, которая, по ее мнению, будет более легкой благодаря кратковременной слабости России. Министр иностранных дел Эренталь желает добиться того, чтобы европейские державы обеспечили сохранение австро-венгерского присутствия в Боснии и Герцеговине. Итак, прежде чем аннексировать Боснию и Герцеговину, Эренталь должен был заручиться поддержкой других европейских держав. Союзники Австро-Венгрии, Германия и Италия приняли проект без проблем, хотя Италия надеялась получить взамен компенсацию. Правитель Болгарии оказал свою поддержку при условии, что взамен другие страны поддержат то, что Болгария провозгласит себя полностью независимым государством. Заручиться поддержкой России посредством соглашения с Россией было несложно. Русские показали со своей стороны, что они не безразличны к этому и не скрывают этого. В общем, к 1907 году министр иностранных дел Австро-Венгрии Эренталь начал разрабатывать план укрепления позиции Австро-Венгрии по отношению к Сербии путем аннексии Боснии и Герцеговины. Министр иностранных дел России Александр Извольский предложил аннексию Боснии и Герцеговины Австрии в рамках сделки, в которой указывалось обеспечение доступа России к турецким проливам Босфор и Дарданеллы. 2 июля 1908 года министр иностранных дел России Извольский направил письмо министру иностранных дел Австро-Венгрии Эренталю и предложил обсудить взаимные изменения Берлинского договора 1878 года в пользу интересов России по Босфору и Дарданеллам и интересов Австро-Венгрии по аннексии Боснии и Герцеговины и Санджака. 14 июля Эренталь ответил сдержанным согласием с дальнейшими обсуждениями. 10 сентября шли долгие и сложные дискуссии. 16 сентября Извольский и Эренталь встретились лицом к лицу в замке Бухлау. Во время закрытых заседаний, которые длились в общей сложности 6 часов, не велось никаких протоколов. Извольский взял на себя ответственность записать выводы совещаний и переслать их Эренталю. 21 сентября Эренталь написал Извольскому с просьбой прислать документ, на что Извольский ответил 2 дня спустя, что документ был отправлен царю на утверждение. Этот документ, если он когда-либо существовал, никогда не публиковался. По сообщению Эренталя, Извольский согласился с тем, что Россия сохранит дружественное и доброжелательное отношение, если Австро-Венгрия аннексирует Боснию и Герцеговину. В свою очередь, если Россия попытается открыть проливы для одиночных военных кораблей, Австро-Венгрия сохранит доброжелательное отношение. Они согласились с тем, что вероятным следствием аннексии станет то, что Болгария, которая была де-факто независимой с 1878 года, объявит о своей формальной независимости от Османской империи. Австро-Венгрия не предложила бы никаких территориальных уступок Сербии или Черногории, но если бы они поддержали аннексию, то Австро-Венгрия не стала бы возражать против экспансии Сербии на Балканах и поддержала бы требования России пересмотреть статью 29 Берлинского договора, которая ограничивала суверенитет Черногории. Стороны согласились с тем, что эти изменения могут быть одобрены после переговоров с державами, но больше не будет разговоров о Боснии и Герцеговине. Аннексия, вероятно, произойдет в начале октября, оригинал отчета Эренталя не был найден. 30 сентября Австро-Венгрия сообщила Извольскому, который в то время находился в Париже, что аннексия состоится в октябре. 4 октября Извольский подготовил доклад по просьбе посла Великобритании во Франции Фрэнсиса Берти. Извольский заявил, что его позиция заключается в том, что аннексия является вопросом, который должен быть урегулирован между сторонами, подписавшими Берлинский договор. Россия не будет рассматривать аннексию как повод для вступления в войну, но Россия и другие правительства будут настаивать на изменениях в договоре, включая открытие проливов в интересах России, независимость Болгарии, территориальные уступки Сербии и отмена ограничений на суверенитет Черногории в соответствии со статьей 29. Берти сказал министру иностранных дел Великобритании Эдуарду Грею, что, по его мнению, Извольский не совсем честен в отношении изложенного контекста.
Болгария провозгласила свою независимость от Османской империи, потом произошла аннексия Боснии. Это то, что не было охвачено Берлинским договором и вызвало шквал дипломатических протестов и дискуссий. Провозглашение независимости Болгарии было частью плана Эрентеля, поскольку нарушение Болгарии решений Берлинского конгресса отвлекло бы внимание от нарушения Австро-Венгрии. Более того, полностью независимая Болгария представляла бы большую угрозу для Сербии. В общем, аннексия привела к широкомасштабному дипломатическому кризису. Она привела к масштабным потрясениям как на Балканах, так и в отношениях между великими державами. Австро-Венгрия так и не выполнила обещание, данное Эрентелем Извольскому, о поддержке русских целей в отношении турецких проливов. В Сербии начались массовые демонстрации, общественное мнение резко осудило аннексию. Сербское правительство выразило протест и потребовало компенсацию. Ссылаясь при этом на поддержку России, Извольский не ожидал немедленных действий Австро-Венгрии и чувствовал, что был введен заблуждением Эрентелем. Эрентель пытался заручиться поддержкой других великих держав для вмешательства, однако Великобритания и Германия не предложили никакой поддержки, а союзник России Франция отступила. Сербия мобилизовала свою армию, и 7 октября Сербский совет потребовал отменить аннексию. В конце концов, требования сербов были отклонены. Сербия взяла под свой контроль Санджак после Балканских войн. Османская империя протестовала против провозглашения независимости Болгарии с большей энергией, чем против аннексии Боснии и Герцеговины, для управления которой у нее не было никаких перспектив. Бойкот австро-венгерских товаров и магазинов привел к коммерческим потерям Австро-Венгрии на сумму более 100 миллионов крон. Эрентель убедил турецкое правительство принять договор, признающий аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрии, которая 9 января 1909 года предлагает Турции финансовую компенсацию в обмен на то, что Турция отказывается от права на эту территорию. Турецкое правительство приняло предложение, и договор был подписан 26 февраля. 26 февраля Австро-Венгрия согласилась выплатить османам 2,2 миллиона османских лир за государственную землю Боснии и Герцеговине. Независимость Болгарии не могла быть отменена. Аннексия и болгарское заявление были расценены как нарушение Берлинского договора, поэтому Франция, Великобритания, Россия и Италия высказались за проведение конференции для рассмотрения этого вопроса. Сопротивление Германии, сложные дипломатические маневры относительно места, характера и предварительных условий конференции задержали ее и в конечном счете сорвали ее. Вместо этого державы достигли соглашения о поправках к договору путем консультаций между столицами. Италия ожидала компенсации от Австро-Венгрии в обмен на признание аннексии Боснии и Герцеговины, однако этого не произошло, это стало одной из причин, по которой Италия разорвала свой союз с Австро-Венгрией в 1915 году. Британская оппозиция внесению поправок в Берлинский трактат, договор в отношении пролива оставила Россию с пустыми руками, и поэтому Извольский и царь расценили аннексию и маневры Эренталя как недобросовестные. Зная о слухах о еврейском происхождении Эренталя, Извольский взорвался, заметил: «Грязный еврей обманул меня, он лгал мне, он обманул меня, этот ужасный еврей». Чтобы заставить Извольского подчиниться, Австро-Венгрия способствовала началу утечки документов, в которых в течение предыдущих 30 лет Россия соглашалась с тем, что у Австро-Венгрии были развязаны руки, чтобы делать все, что ей заблагорассудится с Боснией и Герцеговиной и Санджаком. Эти документы поставили Россию в неловкое положение, особенно в том, что касается ее отношений с Сербией. Царь Николай II написал императору Францу Иосифу и обвинил Австро-Венгрию в предательстве доверия, и отношения между двумя странами были безвозвратно испорчены. По совету Германии Австро-Венгрия сохранила в тайне переписку Извольского с Эренталем от 2 июля и 23 сентября. И это представляло собой постоянную угрозу позиции Извольского, если Россия твердо и публично не примет поправку к статье 25 Берлинского договора или трактата, чтобы согласиться с аннексией. 22 марта Германия поставила Россию в неловкое положение, потребовала, чтобы Россия дала четкое и недвусмысленное «да» или «нет» относительно того, обязалась ли она принять эту поправку. Неспособность дать положительный ответ приведет к тому, что Германия выйдет из дипломатических дискуссий и позволит событиям идти своим чередом. Россия не была готова к войне. Под таким давлением Извольский уступил и посоветовал Кабинету министров принять поправку к статье 25, опасаясь, что в противном случае Австрия сможет свободно действовать против Сербии.
Кабинет министров согласился. 23 марта царь принял это решение и сообщил о нем послу Германии в России. Британия, однако, была не совсем готова согласиться и заявила, что сделает это только после того, как сербский вопрос будет решен мирным путем. Франция стала в один ряд с Великобританией. 26 марта Австро-Венгрия предоставила Великобритании согласованный текст Мартовской декларации Сербии, обязывающий Сербию согласиться с аннексией. В дальнейшем Австро-Венгрия запросила у Великобритании твердые гарантии того, что как только переговоры с Сербией будут завершены, Великобритания примет поправку к статье 25. Без такой гарантии Австро-Венгрия заявила, что прекратит переговоры с Сербией. Позже, в тот же день, Австро-Венгрия решила частично мобилизовать свои вооруженные силы. 28 марта Великобритания выполнила просьбу. 31 марта Сербия сделала свое официальное заявление, уступив. Великие державы подписали поправки к Берлинскому договору или Берлинскому трактату. Чуть больше года спустя в результате этого дипломатического поражения Извольский был понижен в должности и назначен послом во Франции. Он был постоянно озлоблен против Эрентеля и центральных держав. Боснийский кризис был прежде всего дипломатической победой Австро-Венгрии и поддержавшей ее Германии. В то же время кризис озлобил Сербию и унизил Россию, которая выступала в роли как государства-защитника интересов славянских народов. Данное событие, как считается, способствовало впоследствии началу Первой мировой войны. Италия также испытывала горечь, поскольку решимость Австро-Венгрии разрушила ее надежды на компенсацию. Недовольство Италии подорвало единство Тройственного союза и заставило Италию заключить с Россией в октябре 1909 года соглашение. В 1908 году, после событий в Боснии, в Сербии была создана фанатичная националистическая организация, которая начала планировать террористические атаки против Австро-Венгрии и Османской империи. Всего через несколько лет после боснийского кризиса волнения на Балканах привели к началу Балканских войн.